Добрый день, это Таро расклад на декабрь 2022 года для знака зодиака Телец. Вы можете смотреть это видео, если у вас Солнце в знаке Телец, Луна, стелиум планета, также асцендент. Если вы знаете это, да, вы можете посмотреть, где стоят эти планеты, рассчитав их онлайн, в интернете. Есть такие онлайн-сервисы, которые рассчитывают ваш гороскоп, и там будет видно, где стоят ваши основные планеты и где находится ваш асцендент. Где находится ваш асцендент, вы можете узнать только если вы точно знаете время вашего рождения и место вашего рождения. Но там есть уже свои тонкости, потому что если вы переехали, например, в другой город, где-то очень далеко, в другую страну, то асцендент меняется. И, конечно, здесь вам нужно воспользоваться помощью астролога, потому что только астролог может точно определить карту вашего гороскопа. Но это было такое маленькое отступление. И мы смотрим гороскоп. Мы смотрим Таро расклад для знака зодиака Телец. Я, как обычно, достаю 6 карт, потому что это соответствует 6 осям зодиакального астрологического круга и затрагивает все стороны жизни человека. Итак, что случится с тельцами в декабре? Какие новости карты передают для вас? Первая карта. Десятка кубков. Карта семейной идиллии, взаимопонимания с вашим партнером, супругом, с любимыми людьми из вашей семьи, детьми, родителями. И как раз она выходит в 7-м секторе гороскопа, что означает ваши партнерские отношения с вашими людьми, самыми близкими, которые окружают вас сейчас. И по десятке кубков это прекрасные взаимоотношения. Что здесь может быть? Возможно, ваш партнер познакомит вас со своими родителями, либо вы познакомите вашего партнера. Может быть, вы будете отмечать какие-то семейные праздники, торжества. Может быть, вы просто будете проводить много времени с вашим партнером. Чувства снова вспыхнут в тех парах, где вы были, может быть, до этого заняты какими-то другими делами. Здесь вы снова воссоединитесь. В принципе, в декабре же у нас еще месяц праздников новогодних. Поэтому очень возможно, что ваши новогодние праздники пройдут в кругу семьи, либо для тех, у кого нет семьи, нет партнера, мужа или жены, возможность встречи такого человека, который будет очень близок к вам, к вашей культуре, например. У него будет такая же семья, как у вас, и вы очень быстро с ним найдете общий язык, потому что кубки – это что-то интуитивное, такая любовь, которая без слов проходит, да. Но мы сейчас еще будем открывать другие карты. Сегодня у нас еще колода Декамерон, колода Moonology, и мы посмотрим полную картину декабря. Хорошая карта рыцарь кубков, рыцарь пентаклей или динариев в этой колоде означает то, что у вас медленно, но верно вы идете к каким-то новым прибыльным делам в вашей работе или в вашем бизнесе. Для кого-то это знакомство с новым партнером, таким, я бы даже сказала, это если у вас есть партнер или появится какой-то интимный партнер, возможно, он будет дарить вам какие-то подарки, он будет как-то финансово помогать вам, этот мужчина. Скорее всего, мужчина, потому что здесь рыцарь, да. Но если вы мужчина и смотрите этот расклад, то это говорит о том, что какие-то денежные поступления, увеличение вашего достатка очень возможно, но не так быстро. Возможно, на протяжении декабря будет что-то происходить, что в дальнейшем будет приносить вам доход. Либо здесь еще может быть ожидание какой-то более прибыльной работы, либо перевод на другую должность. Здесь, в общем-то, это благоприятно, потому что все-таки это карта динариев, пентакли, это деньги какие-то, и выпадает она в секторе финансовом, так что, соответственно, какие-то манипуляции финансовые очень благоприятные. Относительно общения с другими людьми, каких-то поездок, каких-то коммуникационных дел, здесь вы будете несколько независимо себя вести. Может быть, вы отказываетесь принимать то, что происходит сейчас вокруг вас. Вы не хотите слушать какие-то советы, вы сами знаете, куда вам идти. Но это может быть несколько опрометчиво, потому что в этой колоде здесь карта дурак, и она показывает о том, что вам, возможно, и стоит присмотреться, прислушаться к вашей интуиции и прислушаться к советам, которые дают вам другие люди. Возможно, у вас есть какие-то еще свои мотивы. Все-таки дурак – это старший аркан. И эту карту можно двояко трактовать, поэтому мы ее еще дополним другими картами из другой колоды, что здесь имеется в виду. Но это какая-то независимая позиция относительно всего. То есть вы ничего не принимаете на веру. И то, что вам говорят, вам абсолютно все равно, что происходит. Интересно.
Карты любовники выходят в 10 секторе, и вместе с картой партнерских отношений десятка кубков это хорошее положение, потому что она обещает хорошие отношения в браке, в семье. Может быть, для кого-то это заключение каких-то новых союзов, решение объединиться, жить вместе. В общем, благоприятная карта для любовных отношений. Конечно, да, могут быть и новые встречи. Ваш партнер может как-то помогать вам в ваших карьерных делах, в ваших хобби, в бизнесе, в продвижении в дальнейшем, оказывать вам всяческую поддержку. И либо благодаря тому, что вы влюбитесь в декабре, да, тельцы, у вас дела пойдут лучше, вы будете чувствовать себя лучше, вам будет казаться, что все преодолимо, потому что любовники – это все-таки карта и десятка кубков, да, это карты хорошего настроения, и здесь что-то очень воодушевит вас, скорее всего, это будет ваш партнер, либо какой-то близкий человек из вашей семьи. Звезда – прекрасная еще одна карта, потому что она говорит о том, что если вы занимаетесь бизнесом, то вы увидите какие-то новые перспективы. Может быть, эти перспективы вам предложат ваши любимые люди, которые будут вас поддерживать на протяжении всего месяца, как я уже вижу здесь. Представляете, сколько старших арканов вышло у вас, тельцы, в этом месяце. Еще одна – это карта маг. Но здесь, конечно, может быть много вариантов развития событий. Во-первых, карта звезда, да, давайте немножко еще с ней закончим, поясним. Звезда в таком социальном секторе, как 5-11 дом, да, рассказывает нам о мечтах. Вообще этот сектор, он мечтаний, каких-то планов на будущее. Но по карте звезда это может быть слишком далекое будущее, о котором вы мечтаете. Может быть, вас заставит мечтать ваш партнер, ваша влюбленность. Кто-то будет мечтать о детях или о том, как ваши дети будут дальше жить. Это такие могут быть несколько сильные мечтания. Но в то же время по карте маг, здесь в 12 секторе, я вижу, что у вас есть определенная сила. Может быть, вы даже обладаете какими-то интуитивными способностями, которые вы откроете в себе в декабре. Либо не исключено, что вы будете обращаться к каким-то людям, которые занимаются эзотерикой, и там вы получите какие-то советы, которые вы можете реально применить в вашей жизни. Может быть, вы... Ну, это, конечно, для некоторых людей. Допустим, если вы не могли иметь детей или у вас были какие-то проблемы с зачатием, то что-то такое произойдет просто на грани чуда, и вы осознаете, получите какие-то очень благоприятные новости, связанные с детьми. Это вообще могут быть любые события эзотерического характера, которые вам дадут понимание того, что чудо вокруг вас, что-то такое случится неожиданно, что вы поймете, что вас поддерживает Вселенная, что у вас есть какая-то защита, или что ваши молитвы, ваши желания были услышаны, и они исполняются. Это просто удивительные карты. Также вот все-таки, наверное, по карте дурак я хочу сказать, что вы примите какую-то очень независимую позицию. Вы наконец-то отключите свои мысли тяжелые, взгляды. Может быть, вас заботил тот вопрос, что кто-то сплетничает о вас. Ходили какие-то слухи, пересуды, вы знали об этом. Но сейчас в декабре вы как будто бы махнете на это рукой, и вас они перестанут волновать. И это тоже будет один из таких моментов счастливых в вашей жизни, когда у вас упадет камень с плеч буквально, вы почувствуете какую-то внутреннюю силу, вы будете очень гармоничны, вы сможете своими мыслями, и вот здесь по карте маг это тоже можно так сказать, вы будете управлять своими мыслями, своим подсознанием, вы возьмете себя в руки наконец-то. Если у вас была, например, депрессия или какие-то другие тяжелые мысли, вы из-за чего-то переживали, вы возьмете себя в руки, причем у вас могут одновременно улучшиться отношения и с вашими любимыми людьми, и с детьми, и с родителями, и на работе. У вас как будто бы в жизни по этим картам начинается прекрасная полоса, тельцы. Такой расклад очень интересный. Что еще здесь можно дополнить? Наверное, вам стоит не бояться действовать как-то в декабре, принимать какие-то предложения. Главное, чтобы все было очень позитивно, радостно. С другой стороны, по карте дурак не слушайте никаких советов. Вы сами знаете свой путь, вы управляете собой, вы как бы, точно знаете, куда вам стоит идти, стоит просто прислушаться к Вселенной, да, к своей какой-то интуиции.
Что нам скажет карта из колоды Декамерон? Итак, что ждет тельцов в декабре? Восьмерка Пентаклей, очень хорошая карта. И карта Сила. Это просто удивительные тельцы, потому что эти карты говорят о том, что у вас будет, во-первых, яркая любовная жизнь. Во-вторых, вы будете достаточно сильны, даже если, например, вы не будете состоять в отношениях или нет у вас такой какой-то любовной линии, хотя это маленький процент тельцов, я думаю, многих тех, кто смотрит этот расклад, есть что-то очень интересное в интимной жизни сейчас. И вы почувствуете силу, которую дают вам эти отношения, ваш партнер. Либо даже если у вас нет отношений, как я начала говорить, вы все равно будете на каком-то подъеме эмоциональном. Может быть, вы ощутите свою сексуальность на другом уровне. Вы поймете, насколько вы красив или красива, какие плюсы есть, какое удовольствие вы можете доставить партнеру, что вы на самом деле очень хороший партнер вообще по жизни, что это счастье иметь вас как партнера, и вы ощутите вот эту свою силу. Вы знаете, как доставить удовольствие партнеру либо партнерше, вы знаете, как получить это удовольствие, как быть взаимовыгодными в этом союзе. Это прекрасные карты. Поэтому я думаю, что здесь у многих в декабре будут интересные события в интимной жизни, в плане каких-то новых встреч. Встречи могут быть так, что по карте Дурак, например, вы даже можете не ожидать, что какое-то знакомство, какая-то там переписка, какое-то неожиданно брошенное слово означает знакомство вообще, что это может быть продолжением интересного романа. Но на самом деле это может быть. То есть какая-то неожиданность в общении, в встречах. Очень возможно здесь по этим картам знакомства в интернете. И эти знакомства могут быть очень успешными за счет того, что вы отказываетесь от каких-то шаблонов в поведении. Может быть, вы раньше не рассматривали, например, женщин с детьми, да, когда вы знакомились на сайте знакомств. А здесь вы не будете больше так строго подходить к выбору партнерши и расслабитесь, и это наконец-то позволит вам найти ту женщину, о которой вы мечтали. То же самое относительно женщин, да, вы, может быть, не будете так строго подходить к выбору будущего партнера. Или, наконец-то, с тем партнером, который у вас уже есть, вы закроете глаза на какие-то его недостатки не потому, что вы сделаете усилия над собой, а потому что вы поймете, что ведь это на самом деле не так и важно для вашей дальнейшей жизни и счастья. Колода Moonology – это новая луна в знаке зодиака Телец, это ваш знак, и полная луна в знаке Овен. Тоже очень хорошие карты, и они показывают новое начало вас, вашей личности. Опять же, Телец по отношению к вашему зодиакальному знаку, Овен по отношению к вашему зодиакальному знаку Телец – это 12-й сектор. Да? Здесь у нас уже выходила карта Маг, мощнейшая карта вообще. Первая карта, первый идет, получается, у нас Дурак, потом идет Маг, и Маг – это великий манипулятор, сильный властитель всего, да, и жезлов, и кубков, динариев, и мечей. Поэтому вы будете понимать все о себе, о других, у вас откроются какие-то определенные интуитивные качества, из-за которых, в общем-то, вам будет легко идти по жизни. Это как новый уровень развития души. И вот здесь тоже карта Moonology об этом. Полная луна в Овне как раз говорит о том, что, возможно, какие-то эмоции дойдут до предела. У некоторых это будет какая-то ситуация, может быть, даже не очень благоприятная, но которая в итоге разрешится, и вы почувствуете облегчение, вы почувствуете, что вы стали сильнее, либо гармоничнее, либо спокойнее, что вы вообще держите свою жизнь под контролем. И по новой луне в Тельце вы как будто бы обновитесь, вы станете другим человеком. В общем-то, это все неудивительно даже еще и потому, что сейчас, ведь у нас этот год были затмения на оси Телец-Скорпион, и у многих Тельцов были перемены в личной жизни, во многих сферах личной жизни. Да? Это может быть связано и с вашими детьми, и с местом жительства, то есть какие-то такие важные перемены. Я думаю, что когда вы будете на Новый год наполнять свой бокал шампанским и думать о том, как прошел у вас 2022 год, вы вспомните очень много событий,
и вы будете думать, как много перемен произошло в этом году у вас, дорогие тельцы. Поэтому видите, как все интересно складывается. Вы действительно подходите к началу, к нового 2023 года обновленным человеком. И вам нужно принять все новые изменения, которые происходят с вами в первую очередь, да, ведь ничего не меняется просто так. Сначала мы должны сами измениться, а потом жизнь уже меняет обстоятельства людей и все вокруг нас. Вот такой прекрасный расклад. Обязательно напишите под этим видео, что вы принимаете все самое лучшее, что дала вам Вселенная в этом раскладе. И до встречи на моих новых видео для вас. Всем пока!